Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу про свой сварочный аппарат, которым я пользуюсь уже более 5 лет. И он показал себя с хорошей стороны. Это аппарат Мастер 162. Сварочный аппарат Мастер 162 инверторного типа. Это мощный выпрямитель, который выдает сварочный ток в диапазоне от 20 ампер до 160 ампер. Здесь имеется регулятор сварочного тока, который позволяет точно задавать сварочный ток, и он отображается вот на этом цифровом табло. Здесь вот разъемы диаметром 13 мм для подключения сварочных проводов. У него имеется термозащита, а также функции стабилизации дуги, функции антизалипания и функции форсажа дуги. Разработчик этого аппарата – фирма Foxweld. Это итальянская фирма, которая занимается разработкой различного сварочного оборудования. На нижней стороне аппарата есть наклейка, где указаны характеристики. Тип сварки этого аппарата обозначается ММА буквами. То есть сваривает он вот такими вот электродами. Есть еще аппараты типа ТИГ. Это сваривает в среде аргонных газов, но называется обычно аргонная сварка. И еще есть аппараты типа МИГ-МАГ маркируются. Это аппараты, которые сваривают в среде углекислого газа и называют их обычно полуавтоматами. Ну, вот это вот ММА, и сваривает он электродами. Аппарат Мастер 162 относится к полупрофессиональному классу. Для деревни хорош он тем, что может работать на пониженном напряжении сети, начиная от 140 вольт. Чтобы выполнять сварку, нужны электроды. Здесь у меня несколько коробок разных электродов, но их можно поделить на два класса. Вот эти 3 коробки – это электроды с рутиловым покрытием, а вот эти 2 коробки – это электроды с основным покрытием. Если взять электрод, то устроен он так. Это стальная проволока или стальной сердечник, на который нанесено покрытие по всей рабочей длине. Или еще называют это покрытие обмазкой. И вот химический состав этой обмазки у электродов бывает разный. У основного покрытия один химический состав, у электродов с рутиловым покрытием другой химический состав. Ну, рутил — это такой природный минерал. Диоксид титана — это руда, из которой добывают титан. Здесь другой состав. На хвостовике электрода нанесена маркировка. Она обозначает тип электрода. Также тип электрода написан на коробке с электродами. Ну, вот здесь, например, хорошо видно МР3 – это тип электрода. Буква R означает, что электрод рутиловый. Это электроды марки ООНи 1355. Электроды с основным покрытием. Это электроды японской фирмы Кабелка. Марка электрода LB52U. Вот эти электроды считаются самыми премиальными электродами. Ну и сразу же возникает вопрос, какой электрод использовать для сварки и чем они отличаются. Рутиловые электроды, их особенность в том, что они не требовательны к подготовке поверхности свариваемой. То есть поверхность металла может быть с ржавчиной или покрыта краской, или оцинкована. И вот такие поверхности сваривать рутиловым электродом возможно. Но особенность в том, что рутиловый электрод, он дает очень
твердый шов, который хрупкий, и он может разрушаться при ударе или при нагрузке. Основные электроды, они наоборот требуют подготовки поверхности свариваемой, то есть она должна быть зачищена, но шов получается пластичный, не разрушается при нагрузках и подходят такие электроды для сваривания ответственных конструкций. Я в основном пользуюсь электродами основного покрытия марки ОНИ 1355. Вот я подготовил образцы. Сейчас мы попробуем сварим эти образцы разными электродами и посмотрим, чем будет отличаться шов. С одной стороны я вот сделал зачистку, с другой стороны оставил поверхности ржавыми. Еще, кроме того, электроды отличаются диаметром стального сердечника. Есть электроды, вот эти вот электроды диаметром 3 мм. Эти электроды диаметром 3,2 мм. Вот это вот 3 мм. 2,5 мм. И 2 мм. Вот эти две пачки я купил, когда приобретал аппарат, и они до сих пор еще остались неиспользованными. Кроме того, еще от рутиловых электродов образуется много шлака, который потом может заплавляться в шов и плохо отделяется. Но вот электроды с основным покрытием, они шлак образуют наверху шва, и он легко отделяется потом. Диаметр электрода подбирается по толщине металла, который будем сваривать. Вот этот вот профиль толщиной 2 мм. Значит, электрод должен быть 2 мм по правилам. Или 2,5. Я пробовал сваривать его такими электродами, но получается очень много шлака и мало металла. Шов получается непрочный. Поэтому использую я для сварки таких профилей обычно 3-миллиметровый электрод. При сварке обязательно нужно использовать сварочный щиток. Это щиток с автоматическим затемнением хамелеон. Защита от ультрафиолета у него неотключаемая, то есть постоянная. И вот такие вот перчатки.
Швы готовы. Прихватки оставил сначала рутиловым электродом, и они у меня отваливались при остывании. Из-за того, что электрод дает очень хрупкий шов. Ну, потом прихватки я сделал. Здесь вот рутиловый электрод. Потом ООНи 1355, потом кабелка. Электрод основной тоже. Ну, у кабелка отскочил сам. Вот этот вот окалина шлак. Она похожа такая, как темное коричневое стекло. Вот. Легко очень отстает. Это вот ООНи 1355 шлак. Отбиваем. И вот рутиловый электрод. Часть шлака тут не отбивается у рутилового электрода. У основного электрода ООНи 1355 шлак очистился легко. И вот разница швов получается. Ну, сварщик я не профессиональный, поэтому швы, может быть, не совсем аккуратные. Но все равно видно, что вот здесь вот шов получился идеальный. Здесь корявенький, но крепкий. А вот этот вот шов с вплавленным шлаком, он будет слабенький. С другой стороны, это шов основным электродом. По неочищенной поверхности. Здесь он получается корявенький. Из-за того, что металл не был не зачищен. Здесь рутиловый электрод 2,5 мм. Здесь рутиловый электрод 2 мм. Ну, самый аккуратный здесь получился вот этот вот шов 2,5 мм был, который электрод. Чтобы подобрать, какой сварочный ток нужно выставить, достаточно посмотреть на упаковку с электродами. Там в специальной таблице все токи, на которых можно сваривать, указаны. Кроме этого, можно, если неизвестно, какой это электрод, но знаем диаметр, можно рассчитать по формуле. Это на 1 мм электрода 30 ампер тока. То есть 3-миллиметровый электрод — это 90 ампер для сваривания. Но если металл тонкий, то я понижаю. Этот сварочный ток был в пределах 82 ампера. И на тонкий электрод 2 мм я ставил 60 ампер. 61 там показывал. Еще бывает, в рекомендациях по сварке указывает направление сварочного тока. Если мы подключаем клемму, которая масса на минус, а держатель электрода на плюс, то это получается сварка обратным током. Если же мы подключим держатель на минус, а массовый провод на плюс, это сварка прямым током. Направление тока принято считать, что это движение электронов, значит направление тока будет от минуса к плюсу. Наличие сварочного аппарата дает большие возможности в строительстве и в других нужных ситуациях. Например, это сделан навес для дровника с помощью сварочного аппарата. Сейчас посмотрим другие еще изделия, которые я сделал. Металлическая лестница, откатные ворота. Это навес для дровника с другого ракурса. Забор из профнастила. Это чистилка для обуви. Кронштейн для дымоходной трубы. Подставка для бочки под капельный полив. И на заднем плане там кабинка для деревенского туалета. Самое первое изделие, которое я сделал с помощью этого аппарата, было крыльцо для родительского дома. Наличие сварочного аппарата и небольшое умение по сварке позволяют создавать различные полезные конструкции в хозяйстве. А теперь до свидания. Всем пока.